Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Мнеру, и сегодня мы говорим про Grizzly. Как вы знаете, я инвестировал свои средства на самом начале запуска данной платформы и неплохо на этом заработал. С момента запуска уже прошло пару месяцев, и давайте же посмотрим, чего добилась данная команда за это время. Для тех, кто забыл или впервые узнал о такой децентрализированной площадке, как GrizzlyFi, я напомню, что это агрегатор ликвидности. Это децентрализированное приложение, где мы можем стейкать и фармить криптовалюты и зарабатывать на этом повышенный процент. Кто хочет подетально ознакомиться с тем, как пользоваться данной площадкой, что куда тыкать и как здесь все работает, посмотрите первые два видео на канале. Так выглядит основной экран, где мы делаем наши инвестиции. Honeypot — это наш стейкинг, где мы размещаем токены G-Honey под довольно привлекательный процент, это 140% годовых. Но благодаря нововведениям, которые были введены на данной площадке, мы этот процент можем повысить довольно существенно. Вверху страницы вы можете увидеть, что у нас появился такой пункт фризер, раньше этого не было. На данной странице нам предлагается заморозить наш депозит на определенный период, вот от 1 до 6 месяцев, и за это нам предлагают повышенный процент. Если у нас базовая ставка 132%, немножко округляем, то если мы замораживаем средства на 1 месяц, мы получаем коэффициент умножения 1,1, то бишь плюс 10%, и в итоге мы получим 145%. Если мы выберем лок на 3 месяца, то мы уже получим прибавку в 40%, и наш APR будет составлять 184%. А на 6 месяцев это уже будет 224%, что очень даже привлекательно. На старте запуска данной платформы было собрано 26 миллионов долларов. Циферка была такая немаленькая, но за прошедшие месяцы эта сумма удвоилась. На данный момент она составляет практически 51 миллион. Но это говорит о том, что у платформы идет все неплохо, и количество пользователей, которые инвестируют через данную площадку, растет. Это также подтверждает и DApp-радар. Если мы зайдем в раздел DeFi приложения на сети Binance, мы здесь можем найти GrizzlyFi, который находится на 11 месте. На 7 месте у нас здесь находится Biswap, ApeSwap, OneInch, Pancake и NamiSwap. В общем-то, лидеры данного рынка в данной сфере. Давайте пробежим дальше по партнерствам. На сайте binance.com есть инструкция руководства по покупке Grizzly. Но это, думаю, намекает на том, что рано или поздно листинг токена G-Honey будет на бирже Binance. Ну и раз уж мы коснулись бирж и токена, давайте посмотрим, какие еще у нас были коллабы и где залистилась у нас монетка. И мы здесь видим такую биржу, как Gate.io и MEX. Это очень популярные биржи, которые входят тоже в топ мировых бирж. Ну и две децентрализированные биржи, это PancakeSwap и Biswap. На этих 4 площадках мы можем прикупить наш токен. И как мы видим, у нас здесь есть Biswap, а с Biswap у нас была тоже, ребята, еще одна коллаборация. Если мы зайдем на главную страничку Biswap, то прямо на главной странице мы здесь видим баннер по поводу партнерства Biswap и GrizzlyFi. Если мы на нее нажмем, то у нас прямо с Biswap идет прямая ссылка на GrizzlyFi. Ну и, соответственно, статья Biswap на Zendesk тоже есть, где нам также говорится о том, что появился новый улей G-Honey BUSD благодаря Biswap. И также токен G-Honey мы можем купить на DEX Biswap. В чем легко убедиться, заходим на обменник, пишем G-Honey и вуаля, у нас здесь есть данная монета. Где еще засветилась Grizzly? Конечно же, это CoinMarketCap, на котором мы только что были. Это CoinGecko и DApp-радар, на который мы тоже уже заходили. Это площадка PooCoin, DexTool, DefiLlama, CoinScope, CoinSniper и GitHub. Если вы покрутите вниз сайта, то вы здесь увидите аудиты от разных компаний, о которых я рассказывал в прошлом видео. Но чего я вам не рассказывал, не показывал, это то, что они прошли аудит от Certica. Вот мы сейчас находимся на официальном сайте Certica, и здесь есть Grizzly, который набрал 86% из 100 и статус good, то есть аудит пройден. Можете, ребятки, ознакомиться. Также стоит упомянуть, что GrizzlyFi партнерится с Dukascopy банком, это швейцарский банк из Женевы, который совместно с GrizzlyFi снимают ряд познавательных роликов для своей аудитории, то есть для аудитории Dukascopy банка. И все это происходит в киностудии, которую предоставил Dukascopy банк. И вот на канале Dukascopy TV вы можете увидеть представителя GrizzlyFi, вот заставочка Grizzly Dukascopy, где он рассказывает про Solana в данном видео. Но также не стоит забывать, что токеномика GrizzlyFi основана на дефляционной модели. То есть с каждым днем, с каждым месяцем количество новых монет, которые чеканятся и попадают на рынок, будет уменьшаться. И ближайшее такое наше уменьшение добычи токенов Grizzly состоится 7 ноября. А теперь давайте зайдем на страничку GrizzlyFi About и посмотрим, что у нас по roadmap. Итак, первая фаза у нас выполнена, то есть запуск платформы, листинг на CoinMarketCap и DApp-радара, начало маркетинговой кампании и работы с централизированными биржами. Это мы все видели. Gate.io, MEX уже есть.
Фаза 2 у нас в процессе реализации, то есть заморозка у нас уже реализована. Запуск монеты и платформы кредитования это уже есть. Распространение токенов монеты среди держателей Джихани. Об этом сейчас мы немножко отвлечемся и поговорим. Есть у нас площадка, которая называется DeFi Finance. Это часть экосистемы Grizzly, это площадка для кредитования, в которой вы можете одалживать свои, например, эфир или биткоин под довольно неплохой процент. Также участвовать в стейкинге и в ликвидности. Токены в DCHF это стейблкоин на базе швейцарского франка, ну либо же стейкать токены монеты, которые к нему привязаны. Ну, об этом мы будем говорить уже об этой платформе, о том, как она работает, о кредитовании, о условиях, выгодах мы поговорим в следующем видео. А сейчас, ребята, я вам напомню, что до 25 октября, то есть осталось там чуть больше 10 дней, у вас есть возможность еще присоединиться к airdropу токенов монета, в котором 1000 человек получат 1000 токенов МОН, это на данный момент что-то в районе там $450. Так что не упускайте эту возможность, выполняйте простейшие действия, там подписаться, посмотреть и участвуйте в данном розыгрыше. Так, давайте вернемся к нашему роадмапу. Сокращение добычи, об этом я вам сказал. Фаза 3. Реализация ульев с одним активом. Это если вернуться на главную страницу. У нас здесь есть, вот это, кстати, наша пара, созданная благодаря Biswap. Также у нас есть пары стейблкоинов, смешанные ули. И вот дальше у нас вот здесь вот Coming Soon. Это ули с одним активом, то бишь, ну, это по факту будет какой-то вид стейкинга, где мы будем стейкать одну криптовалюту. Также у нас планируется запуск Grizzly в сети эфира и запуск моста для Джихани между эфиром и BNB. А теперь давайте перейдем на документацию по GrizzlyFi, которую каждый из вас может изучить. Здесь довольно детальная информация по всему, что касается работы GrizzlyFi. И давайте мы тут прочитаем нашу фазу 4. Это объединение Grizzly с монета, внедрение доходного фермерства с использованием заемных средств. Это, наверное, интеграция с DeFi Finance, запуск ETP Liquidity Mining для институциональных инвесторов и реализация Fiat On and Off Ramp. Это, в общем-то, подключение новых способов оплаты, таких как через банковскую карту, через PayPal. Ну, работа, в общем-то, с фиатом. Ну и дальше у нас еще есть ряд довольно грандиозных планов, которые, думаю, под силам выполнить Grizzly. Также они хотят сделать какой-то сервис, который реализует сберегательное решение, что-то наподобие, да, пенсионного фонда или инструмент, который могут использовать пенсионный фонд, у них там есть свои ограничения. Ули с одним активом, это мы встречали. Больше блокчейновых протоколов, начнется все с эфира. Добыча ликвидности биткоинов. Какая-то интеграция в сферу недвижимости, о которой я пока что ничего не слышал. Добыча ликвидности с обеспечением. И мы хотим, чтобы добыча ликвидности между разными блокчейнами была беспроблемной, бесшовный кросс-чейн майнинг ликвидности. И также в планах запуск Grizzly Oracle. Ну, собственно говоря, Oracle работал и на Biswap в игре в кальмара. Ну, по крайней мере, в начальные месяцы. Это была классная штука там. И как они пишут, у них Oracle будет перераспределять вложенные средства в наиболее прибыльные для вас пулы. Это интересно, как будет реализовано. Ну, еще забыл упомянуть коллаборацию с Chico and Rocco. Это, собственно говоря, площадка, которая ежедневно раздает бесплатные NFT-шки. Эти NFT-шки вы можете получить легко, перейдя по ссылке в описании. Ну и, конечно же, чтобы не пропускать последние новости, подписывайтесь на GrizzlyFi Twitter. Там, в общем-то, есть все основные новости, такие как листинги на бирже, все коллаборации и информация о таких событиях, как CryptoOasis, это Future Blockchain Summit, крупная криптовалютная конференция, которая состоялась 9 октября, вот буквально на днях в Дубаях, где GrizzlyFi были одними из участников. Но если вы, ребята, хотите узнать, как же получить 80% APY в стейблкоинах, обязательно подписывайтесь на мой YouTube канал, вступайте в Telegram, чтобы не пропустить следующее видео, которое будет посвящено именно платформе кредитования и стейблкоину, привязанному к швейцарскому франку. А на этом, ребятки, я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем пока.